you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим ЦАП-усилитель для наушников и предусилитель для акустики от компании Tempotec стоимостью примерно $70. И приходит этот усилитель в большой по габаритам коробке с приятным минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь есть изображение самого устройства, присутствует логотип компании и указано название этой модели March 3. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. ЦАП-усилитель, кабель с USB-A на USB-C, кабель питания, адаптер питания, инструкция по использованию и настройке, сертификат качества, гарантийная карточка, ну и Bluetooth антенна. Этот ЦАП-усилитель довольно компактный и полностью металлический. Весит он примерно 200 грамм, вживую выглядит, как по мне, он очень приятно, да и собран аккуратно. Ну а здесь у него располагается основная многофункциональная ручка, которая отвечает уже за регулировку громкости и за навигацию по меню. И здесь же рядом есть два выхода на наушники. Стандартный 3,5 мм и балансный на 4,4 мм джек. А тут рядом находится небольшой, но информативный дисплей. А также тут присутствуют отдельные кнопки для быстрого переключения входа, выбора усиления и доступа к дополнительным настройкам. Ну а сзади все по классике. Есть кнопка включения, вход питания, USB-C порт, разъем под Bluetooth антенну, линейный выход, а также коаксиальный и оптические цифровые выходы. Ну а после включения ЦАП-усилителя на главном экране отображается текущий режим USB, а именно UAC 2.0, который является более полноценным современным режимом для прослушивания музыки, либо UAC 1.0, если вы планируете использовать этот ЦАП с игровыми консолями. Но учитывайте, что в таком случае частота дискретизации, конечно же, будет ограничена. А также здесь отображается текущая громкость, которая имеет диапазон регулировки от 0 до 100. А нажимая клавишу Gain, можно активировать слегка повышенный уровень усиления, как для наушников, так и для линейного выхода. Хотя должен вам сказать, что разница на деле небольшая. Ну а кнопка Mode открывает нам доступ к выбору цифровых фильтров. И здесь нам доступен Fast Low, Fast High, Slow Low, Slow High и Non-Oversampling. И от себя могу вам отметить, что наиболее интересно звучат Fast High и Non-Oversampling. Именно они дают такую более живую и естественную подачу звучания. Ну а далее здесь идет эквалайзер, который лично мне совершенно не пригодился. Но для тех, кто любит корректировать звук, здесь есть уже готовые пресеты для поп-музыки, классики, Dynamic, для джаза, R&B, металл, вокал, бас, treble, и можно полностью выключить эквалайзер. Но важно отметить, что эквалайзер не работает с нативным DSD и MQA форматом. Обязательно этого учитывайте. Ну и последняя функция DRE предназначена для улучшения динамического диапазона. И лично я встречаю ее впервые, поэтому лично мне было очень любопытно послушать. И работает она действительно довольно заметно, особенно на старых записях с не самым качественным сведением. И там прирост ощущается очень явно. Но уже на современной какой-то музыке, где динамика уже и так изначально хорошая, лично я предпочитаю ее полностью выключать. Но обязательно учитывайте, что эта функция не работает вместе с NOS-фильтром. Ну а что касается технических характеристик, здесь тоже все довольно интересно. И в качестве ЦАПа тут используются два популярных чипа Cirrus Logic 43198. И это реально слышно в подаче. Звук получается чистый, прозрачный и детализированный. А по поддержке форматов тоже полный порядок. ЦАП уверенно работает как с PCM, с DSD и даже с MQA. И с PCM он принимает все вплоть до 32 бит и 768 кГц. А с DSD тут вообще полный фарш. От DSD 64 до DSD 512. И именно нативно, без всяких там промежуточных конвертаций. А вот MQA поддерживается лишь с 8-кратной разверткой. Ну а беспроводной модуль предлагает нам LDAC, AAC и SBC. Так что при желании можно спокойно
слушать и по Bluetooth с нормальным качеством. К тому же заявленная дальность передачи около 10 метров, что для такого настольного устройства более чем достаточно. А за усилительную часть отвечают 4 операционных усилителя SGM8262. И именно они дают этому устройству хороший запас по мощности и стабильный контроль как на наушниках, так и на линейном выходе. И по мощности тут тоже все очень неплохо. На балансном выходе на 4,4 мм он выдает до 2 Вт на 32 Ома, а на стандартном 3,5 примерно 520 мВт, что тоже хорошо подойдет даже для достаточно требовательных полноразмерных наушников. Ну а по совместимости тоже все отлично. Через USB он работает с практически любыми системами Windows 7, 8, 8.1, 10, XP и даже якобы Vista, а также с iOS, Android и macOS. В общем, подключили его и можно сразу пользоваться. Никаких там танцев с драйверами тут не требуется. Ну а теперь, думаю, пришло время поговорить о самом интересном, а именно о звучании. И послушал я этот усилитель с абсолютно разными и именно топовыми наушниками, начиная от внутриканальных моделей вроде Pennon Turbo, TSMR X, TSMR Armor и заканчивая новыми Xense Top Pro. И вот что я вам могу сказать, друзья. Несмотря на свою очень скромную стоимость, March M3 реально умеет удивлять. Да, естественно, это не тот уровень, который способен идеально раскрыть нюанс таких очень серьезных моделей, которые сами по себе требуют источники совершенно другого класса. Но, честно говоря, он с ними справляется гораздо бодрее, чем от него ожидаешь. На тех же Pennon Turbo, басхедных и техничных, с их характерной подачей он выдает такой чистый, собранный звук и уверенный контроль баса, а TSMR X и TSMR Armor звучат через него неожиданно взросло, где есть отличная прозрачность, приятная воздушность и четкая артикуляция по всему диапазону. Ну а Xense Top Pro он тянет настолько уверенно, что иногда даже забываешь, что перед тобой устройство за такие смешные деньги. И хоть технически, конечно, он не вытягивает абсолютно все микронюансы этих моделей, но он играет чисто, стабильно, без грязи, шумов и с вполне достойной динамикой для своего уровня. И в целом его подачу я бы описал как прозрачную, аккуратную и достаточно нейтральную. Он не навязывает свой характер, не пытается украсить звук, а просто дает наушникам раскрыться так, как они и должны звучать. Хорошая детализация, уверенный контроль и ровная подача по всему диапазону. Здесь все на месте. Ну и вот когда складываешь все это вместе, а именно мощность, функционал, качественную реализацию ЦАПа, Bluetooth и удобные настройки и его реальное звучание, то приходишь к очень простому выводу. Tempotec March M3 это очень удачный, сбалансированный и крайне доступный по цене настольный ЦАП-усилитель, который спокойно закрывает большинство повседневных задач и выдает удивительно взрослое звучание за свои деньги. Если вам нужен компактный и мощный девайс, который умеет практически все, то я смело рекомендую этот ЦАП-усилитель к покупке. Ну а ссылка на покупку этого усилителя будет в описании к этому обзору и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.